Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать! Вы когда-нибудь чувствовали, что мужчина рядом с вами – это всего лишь оболочка, что его настоящая душа заперта где-то очень глубоко, в камере одиночки, которую он сам же и построил? Тема сегодня тяжелая, но честная. Приговор самому себе. Мы узнаем, за какой же поступок в прошлом он назначил себе эту высшую меру наказания. Почему он запрещает себе любить вас на полную мощность? Почему он разрушает ваше счастье, как только оно становится слишком реальным? Итак, для начала я сделаю сигнификацию загаданного вами мужчины. Вы, пожалуйста, вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса, назовите его имя. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете, этого мужчину, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какой он? Какой он, этот мужчина? Какой он? Ух ты! Какой он? Мужчина – лакомый кусочек для очень многих женщин. Сразу у меня вышло. Окружен многими женщинами. Постоянно как искушение вокруг него. Может быть, женщины сами провоцируют отчасти, да, не снимают ответственность, понятно, из-за него. Но тут такое сочетание: дьявол в каком-то женском окружении, в женском коллективе, рядом черная кошечка и луна. То есть много каких-то мутных, непонятных историй вокруг него. Повторюсь, может быть, женщины сами вовсю проявляются, искушают, соблазняют. Ну, ладно, эта история уже о другом. Тут, в принципе, скорее всего, он как будто бы уже привык вести какую-то такую, как двойную игру где-то. Может, флирт с намеками на что-то. У кого-то это будет дальше заходить, у кого-то это, в принципе, как игра какая-то, повторюсь. Очень много по черной этой кошечке скрытого, непонятного, плюс луна еще. Первое, что мне хотят сказать, это мутный товарищ такой, но не буду так, наверное, некрасиво говорить. По луне, знаете, еще хочу сказать, он прекрасно знает женскую психологию, всякие эти нюансы. Скорее всего, даже улыбается, когда тут женщины пытаются как-то, может быть, глазки строить, манипулировать им, пытаются, да, он, скорее всего, улыбается и видит их насквозь, все их маневры. Может, где-то подыгрывает, да, где ему это выгодно. У кого-то из мужчин проиграется такой, может быть, как характер, не буду говорить как женский, нет, ну какие-то такие, знаете, уже элементы, типа посмотрю, подожду, что с этого выйдет, сам пока проявляться не буду. Посмотрю, как, допустим, женщины будут проявляться. Ну, тут что-то такое даже может быть. Так, первая карта – это какое-то неустойчивое положение. Следующая карта – принц, подарок небес и дьявол. Знаете, я и говорю, он для многих является лакомым кусочком. По карте принц, ну, ресурсный, интересный, яркий. Для многих кажется вот подарок небес, правда. Я этого мужчину ждала всю свою жизнь. Но первая же карта неустойчивость. То ли сейчас, может быть, какие-то временно, да, проблемы. Устойчивое у кого-то это материальное положение, у кого-то, может быть, семейные какие-то трудности, у кого-то с карьерой, у каждого свое. Но, как вам сказать, образ вот этот вот, он, который создал уже карта принц, того, что он классный, ресурсный, интересный, вкусный, привлекательный. Этот образ сейчас по накатанной уже работает на него. Но на самом деле проблемы есть, существуют, и скорее всего он, эти проблемы кто-то замалчивает, кто-то скрывает в прямом смысле, не хотел бы, понятно, этот образ какой-то разрушать. Что еще про него сказать можно? Сейчас что-нибудь еще.
Первую давайте все-таки. В чем вот это какая-то уязвимость его, неустойчивое положение, это его касается. Это о чем? Шабаш. Дьявол. Но опять у меня дьявол вышел. Дьявол, дьявол, тут карта шабаш, опять какие-то женщины, тут женский коллектив, воровство. Ну, конечно, проще всего воровство тут прочесть. Это воровство часто у меня на мужчину, в принципе, на женщин. Это может проигрываться, как будто человек где-то на стороне, как ворует, да получает, закрывает свои потребности. Если он, допустим, по карте принц, очень часто это не свободный мужчина, да, уже у него там семья, детки могут быть. То если проседает эмоционально-чувственная сфера, не хватает ему этих эмоций, наполнения, он может по карте это воровство где-то на стороне, и тут карта шабаш, во все тяжкие, и карта дьявола об этом, знаете. И опять-таки, вот почему-то вот именно в этом раскладе мне хочется сделать такой тут пометочку такую. Женщины вполне возможно сами к нему тут проявляются изо всех сил. Тут как постоянно какие-то искушения у бедного этого мужчины. Может быть, и хотел бы быть тут верным, да, честным, порядочным, правильным. Да нет же, их тут куча. Тут шабаш, тут вот эти женщины, и там дьявол рядом, и тут дьявол. Такое, как сплошные искушения, бедняга. Так, ладно, какой еще? Но для него существуют, да, моральные ценности, принципы. В принципе, он может быть даже, да, долгое время находиться в союзе, в браке с кем-то и периодически понимать, что не зря он в нем находится. Тут карта якорь, тут стабильность и карта очищения. Такое, как будто бы мужчина может позволять себе какие-то там шалости, но потом неизменно возвращается, как прям некрасиво, ну как ослик в стойло, да, возвращается. Но тут даже он сам как будто бы возвращается, может быть, потому как есть понятие этих ценностей. Угу. Такой мужчина у меня вышел. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, ну, узнаем, за какой поступок в прошлом этот мужчина раскаивается, да, в отношении вас какой-то поступок. Почему он сам запрещает себе, может быть, в полную силу вас любить, да, привязываться к вам. Какая-то картинка, может, там покажут какую-то картинку. Угу. Давайте смотрим. Какой поступок? За какой поступок из прошлого он раскаивается? Он сам себе разочарован. Ну вот, смотрите, уже выходит какие-то в прошлом, карта прошлого, динозаврик. У него были планы, ну, по поводу вас, видать, да? Карта его характеризует павлин. Карта любовный треугольник. У девочки завязаны глазки. Карта семья, ребенок, муж, жена, ребенок. Последняя карта токсично. Давайте так. Тут может быть, ну, присутствовать, да, на раскладе два лагеря, могут быть жены девочки, могут быть со стороны любовницы, да. В любом случае, такое ощущение, как будто бы в чем он, может быть, раскаивается, в чем, как знаете, тяжесть на сердце у человека, у этого мужчины. Из-за чего? Из-за того, что какое-то время, вполне возможно, человек осознанно держал вас завязанными глазками, скрывал от вас наличие то ли еще одной женщины, то ли каких-то взаимоотношений, то ли план он какие-то строил, да, усидеть на двух стульях хотел. При этом, почему говорю, и со стороны любовницы, со стороны семьи, тут и так может проиграться. При этом карта токсична, ну,
как будто бы человек понимал то, что он творит, да, токсично. Сейчас буду уточнять. В любом случае, а по поводу него, ему было кайфово ощущать себя востребованным. По карте павлин эти перышки распустил. Может быть, в моменте в отношениях с вами не готов был вас терять. Мы больше смотрим по поводу вас, да. Почему? Потому что вы давали ему это ощущение наполненности. Он чувствовал себя ресурсным, интересным, желанным, вот таким вот мачом. Мне все по плечу, я могу все. Тут как будто бы он и реально и в дальнейшем какие-то пытался планы простраивать в отношении вас. Ну, в данном случае, дабы, если кто-то из девочек хотел создать с ним семью, да, может ребеночка родить, серьезные отношения, то у кого-то он тут держал вас завязанными глазами, как будто бы, ну и не отпускал, и ничего мог не давать, не предлагать толком, как в подвешенном состоянии. Если эта семья уже была у вас, да, то отношения могли в какое-то время опять-таки как токсичные быть, и вы тоже не могли понять, ну в чем дело, ну почему, ну что не так, что ему не так, что ему не то. Просто может быть где-то интерес, вот какая-то то ли женщина проявлялась, то ли он сам кем-то увлекся еще. И при этом он чувствовал себя таким, знаете, властелином мира. Человек, которому, а почему бы и нет, я этого заслуживаю. Ну не готов я отказаться от... И там не готов отказаться, и тут не готов. Почему нет? Могу себе это позволить, да, отчасти так. Давайте еще я уточню. То есть, другими словами, он вас вот держал с этими завязанными глазками. Он хотел бы, чтобы от вас очень многое, основное, фактически было скрыто. Так, башня. Карта Феникс. Тачу. Знаете, тут еще мужчина, кстати, и вас мог ревновать. Он боялся, что если вы узнаете о том, что, ну, он не до конца, допустим, готов именно в вашу сторону, конечно, этот рывок сделать, именно с вами остаться, он очень боялся, что разрушатся взаимоотношения. Карта вулкан. Это будет то ли ревность с вашей стороны, то ли даже боялся, что вы назло можете с каким-то мужчиной, тут соперник, с каким-то мужчиной то ли в союз войти, то ли даже, ну, элементарно попытаться возобновить, да, взаимоотношения с другим мужчиной. Карта сущность оттуда. Очень боялся, что вы в нем разочаруетесь, увидите вот это его двойное дно, какие-то вот эти двойные стандарты его. И карта оттуда. Просто, ну, любовь, страсть, это пройдет с вашей стороны. То есть он не готов был, понятно, признаваться в том, что там он не до конца искренен с вами. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что вы женщина, которая может найти себе другого мужчину. Более того, вполне возможно, он даже подозревал, что есть мужчины, которые в вас заинтересованы. И при желании вы можете тут даже с кем-то, может, бывшим, попытаться воссоздать отношения, восстановить. У кого-то, повторюсь, как будто бы даже подозревал, что назло можете с кем-то. Ну, тут даже так. Так, еще посмотрю. Ну, это, как это выражение? Собака на сене, да? Вот. Ни себе, ни людям. Не готов вас отпускать, ну, особо и что-то и давать, и обещать даже, наверное, не готов. Так. За что он еще... За что он сам себя корит в отношении вас? Какие поступки, может быть? Но опять у меня идет токсично, тут токсично. То есть где-то его какие-то, может быть, проявления, ну, токсичные, замечания едкие. Где-то, может быть, повысил голос, где-то абьюзерские, арбузерские какие-то проявления, да. Может, кто-то оскорбил, кто-то обесценил даже ваши эмоции, вашу привязанность, обесценил это все.
Ну, тут вот больше как бы об этой токсичности, девочки. Тут опять-таки человек мог долго взвешивать, выбирать, материально, кстати. Кстати, мог сделать выбор не в вашу сторону, руководствуясь не то что там прям меркантильными какими-то мотивами, но стабильность, типа, может быть, у кого-то стабильность, не готов он был распрощаться с этой стабильностью. Где-то мог даже подозревать, почему-то мне идет такое, как будто и вас, у кого-то мог даже какие-то слова такие не очень приятные говорить по поводу того, что у кого-то это типа запросы, да, какие из той серии все тебе сейчас и сразу, да. Но у меня такое ощущение, как будто бы тут женщина могла очень долго ждать, хотя бы ясности какой-то. Тут мог элементарно какую-то как затаить на вас, типа обиду, да, а потом же и манипулировать этой обидой, мстительность. Как будто человек сам себе создавал, вот, знаете, когда ты хочешь действительно развивать взаимоотношения, ты многих вещей даже не замечаешь и не будешь на этом акцентировать внимание, особенно на каких-то неприятных, да. Тебе кажется все в розовом свете, и все кажется тебе по плечу, и все можешь ты преодолеть, да. А вот тут такая ситуация, как будто бы человек мог цепляться за какие-то на неприятные моменты, какие-то нюансы, как отмазки какие-то себе находил. Будто бы предлоги находил. Вот нет, не получится у нас, потому что то нам тут у кого-то ресурсы не позволяют материально, я не готов. У кого-то не получится, там еще в связи с чем-то. Тут какие-то преграды как будто бы находил, как оправдание для того, чтобы отношения то ли не до какого-то уровня они вот развивались, и все, и дальше точка. При этом опять-таки много утаиваний, карта айсберг, как будто показывал вам только верхушку айсберга. У кого-то опять-таки семья, детки, мог рассказывать о том, что из этой серии мы с женой в разных спальнях там уже 20 лет, да. Ну, я шучу, но что из этой серии. Потом, оказывается, жена ждет ребеночка, да, положение. Ну, вот как будто верхушка айсберга. И это его как личные победы были. То есть там, где ему нужно, где удобно было, так у меня создается впечатление, он очень быстро чего-то достигал, да. А там, где вам было это нужно, там это могло длиться там месяцами. И ситуация как-то не разрешалась. То есть, девочки, тут одна из целей, да, этого расклада, хотелось бы, чтобы вы понимали, что дело не в вашем так называемом неправильном поведении. Что значит правильно, неправильно? Но тот мужчина мог у вас создавать эту иллюзию того, что вы как-то себя не совсем правильно ведете. Вы тут должны еще прикладывать усилия для того, чтобы его заинтересовать, чтобы он совершил тот самый решительный последний шаг. То есть дело не в вашем неправильном поведении, а в его каких-то внутренних установочках, в его внутренних демонах. Ну, идеал, девочки. Тут где-то вы его наидеализировали, а потом, может быть, в процессе вот уже вот этого вот общения, этих близких коммуникаций, уже вот какой-то этот идеал, он рассыпался. Отчасти у кого-то полностью, у кого-то частично. Так, ну еще парочку карт вытащу. Заглянем в его личный ад. За что он себя тут может накручивать в отношении вас. Раскаяние. Ух ты. А у кого-то, девочки, вы что-то улетели. Тут как на личном каком-то чартерном вертолете, самолете. В вертолете скорее в небо как будто бы улетели. Ну вот за что? За что он себя как будто может корить, сам себе претензии какие-то предъявлять? Смотрите, за то, что, может быть,
уже достал, довел ситуацию до такого абсурда. Видите, тут мужчина с туфелькой в руках стоит, и рот открыт такой, и смотрит, эта роскошная девушка улетает вверх. То есть за то, что он вас упустил, другими словами. Если вы еще физически, периодически, может, пересекаетесь или рядом находитесь, но вот какая-то утеряна уже вот эта близость, может быть, и с вашей стороны в основном. Он чувствует, что он вас или окончательно упустил, или упускает. И он сам приложил к этому усилия. При этом, опять-таки, женщина показала себя не какой-то там, знаете, как это сказать, нищенка, которая стоит на паперти и просит милостыню, да, выпрашивает любовь. Нет, вот он вас увидел женщина, которая очень самостоятельная, сможет без него прожить и сама совсем справиться может. Мало того, женщина, у которой вполне возможно есть друзья, знакомые, может быть даже мужчины, которые с удовольствием помогут ей. Но тут больше как опора на саму себя. Вот. Он не ожидал этого. И тут последняя карта, все об одном и том же. Тут женщина, тут видите картинка, девочка огромная выросла, а мальчик, ну мужчина, он так и остался маленьким. То есть он где-то понимает, что во время вот этой вашего сотрудничества, так назовем, да, общения, вы очень выросли, вы изменились, трансформировались, вы вполне возможно, вас уже не устраивают ни эти форматы, ни вообще все эти взаимоотношения. У вас к самой себе уже запрос другой, и, соответственно, уже запрос на другой уровень этих взаимоотношений вам нужен. А он как бегал тут маленький такой, так и остался со своими какими-то, может, нерешенными проблемами, может быть, как в болоте в этом каком-то завис. То есть женщина идет дальше. Женщина выбирает себя, другими словами. Такой расклад у меня сегодня, девочки, получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.